Евгений По. Нравятся ваши наброски, короткие зарисовки. Как достичь такого мастерства? Спасибо большое за такие слова. Интересно, что и в живописи мне нравится вот эта недосказанность, такая короткость такая, когда художник останавливается раньше, чем обычно. Создается впечатление у зрителя, что он сейчас отошел и вернется докончить работу. Просто отошел куда-то по делам. Я еще с детства засматривался на незавершенные картины, незавершенные работы, этюды мне очень нравились. Гораздо больше, чем такие уже серьезные полотна, где все проработано. Много позже я понял, что это незавершенность намеренная. Это не из-за того, что он торопится, ему нужно что-то еще делать, там, дрова колоть. Нет, это и есть композиционное решение. Вот эти непрописанные какие-то куски, остатки белого холста не закрашены. Это часть композиции, это тоже пятно, и оно работает. Мое отношение к наброскам как к произведению искусства, вот именно этого характера, такого незаконченного, когда пятна работают все. Очень нравится в набросках выразить намек, когда минимум средств заставляют работать все. Характер модели появляется, движение. Я в конце ролика покажу наброски, которые делал позавчера. И если нет возможности у вас рисовать обнаженку, рисуйте своих близких, заведите себе блокнот, подобный вот такому. В обычных магазинах продается. Обычная бумага, ничего такого. И просто при любом удобном случае просто присели где-то за столом близких, порисуйте. Много раз, может, какие-то предметы, там лучок растет, я не знаю, что-нибудь еще, животных. Во-первых, это красиво. Во-вторых, вы заняты делом. В-третьих, вы просто все время в тренинге находитесь, в рисовальном тренинге. И рано или поздно вы просто подрастете. В любом случае подрастете как рисовальщик. А это основа живописи. Как достичь мастерства? Равняться на самых тех, кто достиг его. Там Фешин всегда мой был в этом смысле герой. И посмотрите рисунки Фешина. Они же просто фантастические и виртуозны. Это как двигатель такой к тому, чтобы до этого достичь. Нужно работать над этим и постоянно рисовать. Набросок вообще – это квинтэссенция того, что вы можете в длительном рисунке. То есть это понимание формы, любой, кстати, не только человеческой, в ее усеченном таком виде, в нескольких буквально штрихах, в нескольких пятнах, если это живопись. Поэтому это развивает способность передавать форму минимальными средствами, а информации максимум. И вот эти минимальные средства, когда положены на холст или на бумагу, восхищают от того, что ничего же нет, вообще ничего. Но как положены эти несколько мазков, они передают форму и создают настроение. Сначала будет много этих штрихов или мазков, а вы стремитесь осознанно к уменьшению их количества, к точности. А для того, чтобы была точность, не торопитесь сразу делать какую-то линию. Да? Прицельтесь, сделайте ее легко, если модель все время все-таки движется, и почувствовав объем, усиливаете. Еще и еще усиливаете. То есть из каких-то нескольких таких движений, может быть 3, вы все время прицеливаетесь. Пусть они остаются, эти линии, если это карандаш. Они создают ощущение движения, процесса в рисовании. Не забывайте про лайки. Можете сейчас поставить. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, комментируйте. Алисе Селезень. Скажите, как вы отправляете работу за границу и как ввозите свои работы в аэропорту домой? Совершенно непонятно, требуются ли какие-то разрешения, справки из Минкульта, оценка и прочее. И спасибо за ваше видео. Стараюсь. Спасибо вам.
Ну, я просто почитал то, что в Менкульте, вот это вот у них там, всегда же все они пишут так, все эти циркуляры, чтобы было двойное толкование, чтобы ничего не было понятно, чтобы при случае толковать и так, и эдак. Я не нашел, значит, никаких запрещающих вот для меня автора каких-то вот этих положений, параграфов, запрещающих мне вывозить и ввозить работы. В цивилизованном, извините, мире такое вообще невозможно, чтобы тебя где-то там, я не знаю, арестовали за то, что ты свои работы везешь куда-то на выставку или назад. 50 лет, если не исполнилась работа, вози их куда хочешь. Они не представляют никакой ценности. Ну вот наши придумали всякие ценности. Развелось количество огромное фирм, которые под это дело бабки стригут, выдавая разрешение на вот, что она не представляет культурной ценности, это ваша работа. Но это, в общем, незаконно, и поэтому я начхал на все эти законы. Когда меня покупают работу за границей, я просто в рулон там и отправляю по почте. И никогда, тьфу-тьфу, не было никаких возвратов. Ну, что они могут сделать? Вот что? Конечно, они могут все. Они могут работу украсть. Но я готов к этому. Хотя отправлял пачками, я не знаю, и на выставки, и в какие-то галереи. И возвращали мне также. В аэропорту никогда нет проблем. Вы автор. Везете свои работы. Нет никаких запретов на то, чтобы мокрые работы ввозить и вывозить. Но почитайте, там еще в этом самом Министерстве культуры есть циркуляр по поводу вот этого дела всяких ценностей. Там есть прям строчка такая, что не запрещается это. Запрета нет на вывоз и ввоз. Какая-то есть строчка, я помню ее. Найдите ее на телефон и тыкайте этим самым. Они говорят, что а вот у нас сейчас в аэропорту нет специалиста, чтобы определить. Так фамилия есть на работе. Напишите фамилию заранее на каждом этюде сзади. Вот фамилия, вот я, вот мой паспорт. Вот живопись, мокрая она. Поскребите ее. Ну как против них бороться? А каждую работу, если так оформлять, нужно какие-то бешеные деньги платить. Ну это просто издевательство, я считаю. Ну, если не хотите рисковать, обратитесь в какие-то галереи. Наверняка в городе есть, которые это все дают вам, это все разрешение. В начале марта, 3, 4 и 5, я буду проводить класс на академичке. Писать зимой – одно удовольствие. Приглашаю вас на этот класс. Ирена Василевская, я так и делаю. Остаются замесы с предыдущей картины. Ну, на палитре вперед. Я только, ну, имеется в виду, делаю имприматуру. Только я пытаюсь еще и по тонам разложить. Имприматура выходит уже почти произведение, похоже на акварель. Или это не обязательно по тонам? Что вы скажете, Вячеслав? Это, если получается по тонам разложить, то, что вы будете потом писать, это вообще замечательно. Но знаете, какая штука? Я вот на это дело мне все равно, потому что могут проглядывать оттуда какие-то странные цвета, которые к этому тону не имеют никакого отношения, ну, в будущей картине. И вот эта странность, она создает определенный колорит. Для меня это вот очень важно. Создать еще какую-то объединяющую странность. Бонар в ЮАР придумали такую странность, что у них одним цветом все там охрой, да? И через все картины вот эта охра объединяет их в одно целое. Как бы даже какие-то несуразные могут быть цвета, которые не согласованы, они объединяются за счет вот этой имприматуры. Но можно идти дальше. Любым цветом можно все это зашпаклевывать, и все это пойдет в дело. Экспериментируйте. Не надо зацикливаться на одном цвете. Есть одна такая, не помню, Дженнифер, как-то ее зовут, которая розовым все время покрывает. И вот это розовый все время проглядывает. Ну сколько можно? Розовый и розовый. В каждой картине это объединяющий розовый. Ну, нравится ей. Я предлагаю делать эксперимент с разными цветами. Это будет только на пользу. Наброски, которые вы сейчас увидите, сделаны темперой на бумаге, ну, типа ватмана. Они все по 10 минут.
2 года назад я был в Петербургской академии художеств в мастерской Юрия Калюты. Приглашаю вас посмотреть ролик, который я снимал там. Прямая ссылка на видео будет в самом конце ролика. Справа вы увидите ее.